Если вы Овен, Лев или Стрелец, в 2026 году наконец-то вы получите плоды. Год огненной лошади. Да. Правильно? Да, быть умненькими, разумненькими. Ну ладно, тебе тут чуть-чуть тоже перепадет. Старый конь борозды не испортит. Каждый может выбрать себе длину, кому нравится в пол. А мне нравится вот этот оранжевый. Кардиган нравится. Ну, потому что он больше всего напоминает вещи с твоего старого пыльного сундука. Лошадь также любит все золотые оттенки. С точки зрения финансов, какой будет 2026 год? Останется как есть. Все, выдыхаем нормально. Либо еще второй вариант трактовки «богатый мужчина». Это нам подходит. А можно конкретно для меня узнать? Будут ли у Александра новые проекты? Нет, не надо про проект. Так какой Про вопрос? жизнь, про личную жизнь. Про личную жизнь. Всё. Да. Добрый день! Ну что, дождались? Самая любимая Сашина программа. Ну что, ты готов узнать, что год лошади нам готовит? Угу. Программа, как в народе говорят, хоть святых выносить. Я хочу пригласить в нашу студию основателя школы астрологии, астролога Инну Любимову. Инна, мы вас ждем в гости! Юля, привет! Наступающим! Наступающим! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Не могу сказать того же. Год огненной лошади. Да. Правильно? Да, верно. Что от него ждать? На самом деле это год очень интересный, потому что по западной астрологии это год Меркурия, это год близнецов. Вот я всегда рада Инну видеть, поэтому видишь, как... Поэтому прогнозы хорошие. Так, отлично. И это Мои год- рыбы уплыли в сторону уже. Все. Да, у рыб немножко сложный год, но мы скажем, что с этим делать. Итак, что самое важное? Самое важное – это то, что у нас уходит год Венеры, год красоты, эстетики, и приходит год, когда уже встречают не по одежке, а по уму. И по умению общаться, коммуницировать, выстраивать связи, быть умненькими, разумненькими. Ну ладно, тебе тут чуть-чуть тоже перепадет. И на самом деле это год, он очень хороший для обучения, для новых профессий, для развития. Вот прям уйти вглубь себя, уйти в такую некую саморефлексию, подумать, что хочется исправить, изменить и прям двигаться в этом направлении. А вот с китайской точки зрения, с китайской астрологией все не так просто. Так, что китайцы нам говорят? Говорят, что год красной огненной лошади очень суетной, очень энергичный, но также он опасен тем, что человек иногда не видит, куда он бежит. То есть нужно четко сосредоточиться, держать фокус и не терять ориентиры, и тогда все будет хорошо. То есть не тратить себя на бесконечную беготню непонятно куда. Да, в этом году это очень важно, потому что можно достичь хороших результатов в карьере, в работе и добиться... Я не могу сказать, что это год такой прям благоприятный для личной жизни, но если правильно выстраивать коммуникации, например, в семье есть какие-то конфликты, то можно все урегулировать, договориться и найти вот этот подход друг к другу. Самое главное в следующем году – это разговаривать много, активно друг с другом. А я-то думала, год лошади, наконец-то этот принц чертов, сколько тебя можно сдать, доскачет до меня на этой лошади. Я думаю, что здесь другая аллегория. Старый конь борозды не испортит. Так, и все-таки. Теперь стало очень модно жить по графику затмений. Да. Вот про затмения. Каких затмений ждать, что они нам несут, каких опасаться, какие будут благоприятные, а может быть, все благоприятные? К сожалению, нет такого, что затмение, оно плохое или хорошее. Это, в принципе, период трансформации, всегда и для всех. Так это хорошо тогда. Все зависит от человека. То, как он живет, то, как он идет по своей жизни, потому что, в принципе, это как будто бы экзамен. Вот каждые полгода
грубо говоря, небо на нас смотрит и говорит, ну как ты жил? Все ли делал хорошо? Вот. И если мы были умничками-разумничками, то небо говорит, ну вот видишь, у тебя все в принципе неплохо. А вот где-то там что-то как-то, ай-яй-яй. Но самое важное — это понимать, что, наверное, февраль следующего года, он достаточно сложный, потому что там накладывается и коридор затмений, и ретроградный Меркурий. Тоже есть такой тренд. Я думаю, что многие знают, что это такое. Ретроградный Меркурий — это когда мы, наблюдатели с Земли, вдруг замечаем, что он почему-то пошел в другую сторону. Хотя он как крутился вокруг Солнца, Верно. так и крутится. Просто это точка зрения с Земли, наблюдателя. Верно ведь? Верно, конечно. Спасибо. Но пока он назад ходит, вот это все и происходит. Да, потому что ретроградный Меркурий — это очень хорошее время для того, чтобы как раз уйти в себя и порефлексировать, как мы уже любим, да, в следующем году. А коридор затмений для того, чтобы немножечко свериться, а так ли я живу. И вот как раз первый коридор затмений, он у нас достаточно скоро, он у нас уже стартует с 10 февраля по 10 марта, и там же накладывается вот этот как раз коридор вместе с Там же коридором ретроградный накладывается мой Меркурий. день рождения, прям в середине. Да. В Это будет середине очень коридора кармический затмений я период. буду. Да. Это будет очень кармический период, потому что там 17-го как раз будет... 17 февраля. Да, 17 февраля будет солнечный, а у вас, если мне не изменяет память, 20-го, да? Вот, будем отмечать всей страной. И как раз... Это говорит о том, что ближайшие полгода у вас будут очень интересные. Поэтому подождем и посмотрим. Что со здоровьем? Я не могу сказать, что Меркурий, год Меркурия для этого такой негативный год, но немножко нужно поберечься в плане вообще иммунитета, заняться ЗОЖем. Кстати, дети, которые будут рождаться в следующем году, они такие будут ярые ЗОЖники. Поэтому, в принципе, этот год вообще несет вот такие тенденции. Поэтому, конечно, нужно следить за здоровьем, больше уделять внимание именно кардинальным знакам, в первую очередь весам, рачкам и козерогам. У нас Алексей. Я. Рак. Рак, Ты да. рак. Вот, видишь, надо на ЗОЖ переходить. Ну вот. Я, конечно, ничего не обещаю, но буду очень стараться. Но мне кажется, что не только этим 3 знакам, правда, ведь нужно следить за здоровьем в следующем году, верно Им же? особенно, Леша, им Особенно? особенно, да. Есть еще и индивидуальная история. У каждого человека своя натальная карта, у каждого человека своя личная прогностика. Поэтому на самом деле, конечно же, очень многое зависит индивидуально. Но этот год, который говорит, надо прикладывать очень много усилий. Нельзя Опять? расслабляться, нельзя лениться. Да. Опять? Ну, каждый год одно и то же. Ну, надо прикладывать усилия, нельзя расслабляться. Жить-то когда? Нет, на самом деле здесь Александр тоже прав, он говорит о том, что хочется какого-то позитива, да, и хочется хорошего настроя на год. И здесь я согласна. Но проблема в том, что следующий год дает возможности тем людям, кто собой занимается. Кто занимается спортом, кто ведет здоровый образ жизни, кто занимается своим образованием, кто читает книги. Наверное, я сейчас звучу максимально скучно, Вот да? но- ничего из перечисленного я не делаю. Вообще ничего. Александр, это год умных людей. Вы умный человек. Это Всё ваш ладно. год. Можешь расслабиться. А мне вот интересно, значит, этот год все уходят, ну, грубо говоря, в себя, в самопознание, в саморазвитие, и страна тоже. То есть страна обращает внимание внутрь себя, и мы развиваем туризм. Внутренний туризм по натальной карте страны будет очень сильно развиваться, будут разные интересные активности, и люди захотят путешествовать по нашим красивым местам. Значит, еще у нас есть новолуние, полнолуние. Что с ними в год лошади? Что с ними делать, а? Вообще, наш год календарный, он, конечно же, еще и делится на лунные месяца, потому что есть такой инструмент, как лунный календарь. Он показывает, как Луна влияет на нас, на наше настроение, на наши эмоции, на наш сон, даже в чем-то на аппетит, также на посадки, на календарь огородника. И на самом деле это действительно работает, если уметь им управлять, если уметь понимать, да, в какую, как бы смотреть, на что обращать внимание. И новолуние и полнолуние — это всегда очень сильные эмоциональные дни, потому что
Особенно чувствительны водные представители, например, рачки. Они действительно зависят от смены фаз Луны. И вот ближайшая у нас как раз будет очень интересная, например, 17 февраля. Там у нас будет новолуние, и там же у нас солнечное затмение. И вот как мы проведем этот день, он нам сделает такой небольшой срез на ближайшие полгода нашей жизни. Вы все не про то говорите. С деньгами что будет? Народ же волнует, это правда? Здесь нужно понимать, что, с одной стороны, год Меркурия кому-то он дарит эмоциональную усталость, выгорание, поэтому нужно себя поберечь. Но кому-то он как раз дает вдохновение, поэтому вне зависимости от того, как все развивается, как все течет, у нас все будет хорошо, это раз. А во-вторых, нужно просто продолжать заниматься собой, потому что год Меркурия, он говорит, смотри, ты дышишь или ты замер? Если ты замер, если ты психологически в очень сильном стрессе, тебе тяжелее. Поработай чуть-чуть с собой, принимай новые реалии и иди вперед. Не Выдыхай. останавливайся. Выдыхай. Дыши. Дети, рожденные в 2026 году, чем будут отличаться? Зожники, сказали тебе, зожники. Итак, они делятся строго прям вот на рожденные в первую половину года и рожденные во вторую половину года. Рожденные в первую половину года, они более такие финансовые ребята, они тяготеют к точным наукам, они будут развиваться максимально в учебе. А вот вторая половина года, они более творческие. Это будут те люди, которые, кстати говоря, очень плохо выносят стресс. Это касается рожденных всего года, поэтому у них нужно развивать стрессоустойчивость и очень сильно работать над эмоциональным интеллектом, чтобы они были более спокойны. А во всем остальном прекрасный год для рождения детей. Инна, на 2026 год вы подготовили астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Давайте послушаем, что ждет огненную стихию в 2026 году. Представителям огненной стихии в 2026 году очень повезет. Если вы Овен, Лев или Стрелец, то наступающий год принесет вам ваши заслуги. За всю вашу дисциплину, за старание и за огромный ресурс, который вы раньше тратили в работу, наконец-то вы получите плоды. Поэтому старайтесь, дерзайте, проявляйте больше упорства и будьте твердыми и решительными. И все будет отлично. Ну, я все годы, не только в год лошади, работаю как лошадь, поэтому мне не привыкать. Окей, дисциплина значит дисциплина. Работаем, пашем. А вот какой год будет с точки зрения цифр, мы спросили у нумеролога Кристины Егиазаровой. Давайте посмотрим. С наступающим Новым годом! И этот год будет не только годом лошади, но и годом колеса фортуны. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 в сумме равно единице. И это начало нового 9-летнего цикла в нашей с вами жизни. Если в 2025 году мы все завершали и заканчивали, то 2026 год – это возможность начать все с нуля. Новые коалиции, новые партнерства не только на уровне жизни одного человека, но и на уровне целой страны. И действительно мы начнем расширять свои границы и дружить и партнериться с теми странами, с которыми раньше даже не подозревали, что это возможно. Главный урок 2026 года – это всему говорить «да» и научиться доверять Вселенной. Поэтому соглашайтесь на все авантюры и приключения, которые принесет вам жизнь. Главное правило 2026 года – это ускорение. Колесо фортуны подразумевает быстрый рост и развитие. Все новое, что вы будете делать в своей жизни, будет вам во благо. Самое главное правило декабря 2025 года – отпускать легко и чувствовать легкость в новогоднюю ночь. Но и нашу любимую программу «Мужское и женское» тоже ждут большие перемены в 2026 году. Быстрый рост и развитие произойдут, как только они привнесут что-то новое в эту потрясающую программу. Возможно, вы поменяете формат, возможно, вы добавите очень интересных гостей. В любом случае, программа «Мужское и женское» в ближайшие 9 лет немножко видоизменится, но только в лучшую сторону.
Ну а вот в каком образе встречать новый 2026 год нам расскажет дизайнер Елена Михеева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. С наступающим. Новым годом. Александр, здравствуйте. Вот самое главное Александру рассказать. В каких джинсах мне встречать этот Новый год? Я Старых? сейчас все расскажу. Нет, смотрите, в старых джинсах или в очень старых. У него просто другой одежды нет. Все-таки какой образ? Я не молодой. Цвет. Прежде всего, всех цвет интересует, да? Да, смотрите, поскольку это год огненной лошади, а лошадь это про что? Это символ силы. И цвет женской силы, привлекательности — это красный цвет. Когда приходите домой, очень уставшие, нету сил абсолютно ни на что, можно на себя надеть красное платье, и уже появятся силы. Еще цвета. Что питает энергию огня? Это, конечно, воздух. А воздух — это голубой оттенок, и это молочный оттенок, белый цвет. Про что белый цвет и голубой цвет? Это про вдохновение, это про чувство собственного достоинства. Кстати, в 2026 году цвет белый оникс является трендовым. Также туда входит цвет пыльной розы, чайной розы, а розовый вообще цвет — это про заботу. И если кто-то вот любит розовый цвет, то необходимо понимать, что, скорее всего, вы очень много заботитесь о других, и нужно вспомнить про себя и позаботиться о себе также. Я сижу, Я вот думаю, видел- мне красные джинсы или розовые все-таки покупать. Я вот видела, Инна в какие-то моменты соглашалась, в какие-то нет. Вот прям интересно, с вашей точки зрения, с астрологией. Мне, конечно, ни в коем случае не хочется с вами спорить, потому что я считаю, что каждому человеку подходит своя система. Да. Но с точки зрения именно китайской астрологии есть такая история, что когда наступает символ года, его много. Он как бы захватывает все. И вот эта лошадь, она врывается, такая энергичная, такая яркая. И считается, что красного переизбыток. Вот поэтому считается, что по китайской астрологии, что нежелательно в нем встречать Новый год. Тогда в каких цветах? Ну, в первую очередь мы можем порекомендовать элементы оранжевого, потому что он будет читаться в следующем году. Не обязательно в оранжевых джинсах, но можно аккуратненькую оранжевую такую как у тебя. рубашечку. Да, чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Да, для чего? Чтобы сделать акцент на финансах. Добавить немного вот этого цвета Так, мандарина. несите мне оранжевый быстро. Или хотя бы мандарин в руку дайте. Что я без оранжевого? Кстати, оранжевый цвет — это еще богатства. про радость в жизни. Да. Да, но очень бы хотелось еще проговорить один очень важный момент. Мы сейчас говорим про новогоднюю ночь, да? Но ведь год лошади наступает по китайскому календарю, по Новому году в Китае, правильно Да, же? верно. И в новогоднюю ночь это все не работает. Работает. Юль. Работает? Да. Всё равно Да, работает? Да. А. Почему? Потому что в Новый год мы как бы, грубо говоря, женим, дружим символы уходящего года и символы наступающего года. И представь, в одно время много людей по всей нашей стране загадывают желания. Это очень сильное время, сакральное время. Я надеюсь, что Александр не будет с этим спорить. Сила мысли, она же, вы же в нее Нет, верите? я просто думал, что нужно при 11-м ударе уже бежать переодеваться в новое. Ну, отдал дань прежнему году и побежал. Но вообще, девушки, хочется сказать, что мы не на радио. Поэтому лучше один раз увидеть, чем 100 раз вас послушать. Я к чему? Давайте лучше посмотрим. Вы же нам приготовили коллекцию. В чем надо встречать Новый год с вашей точки зрения? Да? Это скорее оранжевый, чем красный-то, нет? Или это вот называется королевский красный? Да, королевский. Смотрите, еще про зеленый оттенок, зеленый травянистый. Вот зеленый цвет изумрудный, как на Марии, это как раз про изобилие. А зеленый цвет травянистый — это про энергию жизни, это про внутреннее спокойствие, такое, про созидание. А черный, можно в черном даже?
Вот, как вы, да. Можно в черном цвете. Кстати, меня постоянно спрашивают этот вопрос, задают, можно ли встречать в черном. Черный воспринимается такая, как внутренняя сосредоточенность, такой энергии сохранения себя. И другим человеком это может восприниматься как некая такой барьерная история. И для того, чтобы это разрядить и сбалансировать, сгармонизировать, то можно добавить какие-то аксессуары, например, либо красную помаду, это в виде помады, либо можно вообще там серьги, И мне? например, красные. А вам можно браслет, например. Ну, видишь, галстук красный, вот как, Галстук, да, как у молодого тоже, человека. да. А вот Инна считает, что нельзя в черном, да? Я думаю, вы меня больше не пригласите на Почему? программу. Нет, к нам же всё интересно. запрещаю. Нет, на самом деле это забавно всегда, потому что залез в гардероб, нет там красного платья, точно нельзя, потому что астролог сказал, что нельзя. Это же очень удобно и выгодно, понимаете? Да. Про черный. Да, про черное. Я вот хочу еще дополнить про красное, да, что, но после февраля как раз вот красный цвет с точки зрения китайской астрологии, он будет добавлять энергии. Когда- То есть если ты идешь выступать куда-то, или идешь на собеседование, или какой-то важный вечер, лучше весь год 2026 отдавать предпочтение красному, Да, так? это будет как раз один из цветов вот для как- энергии, для силы. Я пытаюсь понять в паре, как их вот оценивать. Вот мальчик в оранжевом должен быть с девочкой в оранжевом. Да, красный с Да? красным. А ну Можете, вот, да, смотри. Красный с красным, да. Девушка в черном вечернем платье с молодым человеком в костюме. И молодой человек, да, в гардегане белом. И девушка в зеленом платье. Так, а про черный? Про черный, да, но также это цвет силы, поэтому в черном цвете, безусловно, можно встречать и добавить разные аксессуары. Они также могут быть оранжевые, которые принесут и деньги, и радость, поэтому и он сочетается с любым цветом. Это могут быть туфли, там, ну, уже можно играть. Мы дали такую возможность, вариант просто чисто в черном цвете, но это тоже для кого-то есть желание сохранить себя, и можно в таком варианте. Могу рассказать еще про длину. Каждый может выбрать себе длину, кому нравится в пол, кому нравится миди и кому нравится мини. А мне нравится вот этот оранжевый, как он называется, кардиган? Пиджак? Кардиган, да, кардиган нравится. Да, мне Ну, потому нравится. что он больше всего напоминает вещи с твоего старого пыльного сундука. Девушки, когда в длинной юбке, то это как раз про наполнение, это про фундаментальную энергию, такую основательную, базисную, Я думал, просто опорную ноги энергию. некрасивые, нет? И ноги, безусловно, сразу от ушей. Вы правы. Это как раз вытягивает силуэт. Когда длина миди, это на самом деле самая комфортная длина, и я очень рада, что она в этом году вошла в моду. А есть еще история про мини. Вот в этом платье зеленом, там на самом деле комбинация мини, а сверху такая шелковое платье уже макси длины. То есть это, в принципе, можно сверху снять. Ну, конечно, можно, но просто это уже про другое. Мини — это про что? Про открытость, про доверие миру, про наивность. Когда женщина наряжается, это всегда про другое. Ну, правда же? Когда мы мини надеваем, в возрасте там 3-5 лет мини смотрится очень хорошо. В подростковом возрасте выбирают мини, еще уместно. А вот дальше можно уже играться, например, с такими полупрозрачными платьями. Слушайте, ну после 60 тоже совершенно все равно. Мини на тебе, миди или... Но мне кажется, что все-таки это больше про уместность в первую очередь. Ну, уместность 100%. А во-вторых, про, Слушай, ну- наверное, красоту ног, скажем так. Потому конечно. что, Вот- знаете, некоторые вот ноги у и меня 18-то не стоит показывать. У меня ноги А позволяют... некоторые Я в 75 очень даже У хорошо. меня ноги позволяют мини носить. Вот, Я же тем этого более. не делаю, правда? Вообще. Я про черный цвет хочу. Здесь, наверное, стилисты меня не поддержат, потому что я знаю, насколько это яркий цвет, да, и очень многие его используют. Но с точки зрения астрологии мы стараемся исключать черный цвет, потому что для нас он выступает таким неким блокиратором наших возможностей финансов и личной жизни. Меня, знаете, что поражает? Что это астрологи, главным фоном для которых является черное небо, и там Звезды. неразличимые маленькие эти блесточки. Ничего да? себе блесточки. Они Когда говорят, эти блесточки горят, оно не черное, мол, черное. не надо. То, что хотела прокомментировать про мужские образы. Поскольку это вечерний образ, здесь классический мужской костюм идеально подходит, ну, соответственно, с красным галстуком, поскольку год огненной лошади. А здесь образы про кардиганы — это как раз про надежность, про ответственных мужчин, надежных и семейных мужчин. Вот, и поэтому с ними появляется такое ощущение безопасности, эмоциональной Еще он близости. теплее, чем пиджак. А по костюмам ты себя чувствуешь как за каменной стеной.
Для того, чтобы правильно встретить Новый год, нужно не только одеться, нужно еще и елку нарядить. А вот как это сделать, расскажет нам декоратор Мария Либерман. — 2026 год – это год огненной красной лошади. И, конечно же, преимущественно оформлять дом именно в этих оттенках. Красного, бордового цвета. Это будет привлекать энергию и успех в ваш дом. И, конечно же, наряжать елку мы будем в красных оттенках. Лучше всего выбирать разные игрушки. Очень здорово смотрятся всякие разные сказочные персонажи. Дед Мороз обязателен. Сладости, богатству, конечно же, к процветанию и, конечно же, шары. Лошадь также любит все золотые оттенки, так как это привлечение денег и успеха. Дополняем украшения дома красивыми венками. Можно поместить их на окно, а также очень привлекательно смотрятся композиции в бокалах. Сейчас я покажу, как можно быстро собрать праздничную композицию для новогоднего стола. Для этого нам потребуется туя или хвоя, новогодние шарики и какая-нибудь интересная игрушка типа птички. Мы берем бокал, туда помещаем оазис и начинаем декорировать. Сначала мы заполняем нижнюю часть и в середине, для того, чтобы создать объем. Вот. Потом мы дополняем шариками и снова туей. Не надо бояться количества игрушек, потому что Новый год — это праздник яркий, красочный. Ну, наша композиция практически готова. Мы помещаем птичку. И, конечно, очень классно, очень здорово будут смотреться огоньки. Поздравляю вас с наступающим 2026 годом, годом огненной лошади. А я хочу пригласить в нашу студию рунолога Юрия Исламова. Юрий, мы вас ждем. Здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы нам не только на интересные вопросы про 2026 год ответите, но еще и на каждую руну вытащите, да? Да, обязательно, конечно. Но сначала нам расскажите, что это такое. Так, руна — это древняя языковая система, сакральная, которая сохранилась в древности. В принципе, А вы откуда ее знаете, если она сакральная? Ну, я, в принципе, с молодости увлекался всем тайным, всем скрытым в этой реальности. И в конечном счете пришел к рунам как к самой глубокой системе, которая позволяет, в принципе, просчитывать устройство мироздания. Да вы что? Конечно. Можете его прочитать? Он мне так надоел, все время капризничает. Я стараюсь не входить в оценочные суждения. Я думаю, он замечательный человек. Прекрасный, замечательный. Заметьте, это вам не руны сказали. Это у вас создалось впечатление, оно может быть ошибочным. А можете проверить на рунах, какой я на самом деле человек? Конечно. Да. Можно задать А вы, вопрос. наверное, не очень хорошие, которые говорят, выложили, Нет, да? здесь вообще ничего не выложено. А, всё Здесь настоящее. весь А их полностью, да. сколько вообще А плохих всего? рун не бывает. Бывают напряженные, тяжелые. Вот. Ну, например, А я не говорю, что плохие, я говорю вот такие вот, ну, которые... это как бывают мужские и женские. Да, Женские расслабленные, мужские напряженные. А, Не вот мешай, всё-таки. пожалуйста. А сколько всего рун? 24. 24, отлично. Вопрос, что из себя представляет? Вопрос, Да. хороший я человек или, Огненный человек. или собачий? Руна Кано — это язвительная, это руна язва. Не буквально перевод язва. То есть человек язва. Язва. Ну, Спасибо. Но одновременно в этой руне есть значение огня. Можно было не трудиться даже, руны вынимать, и так всем понятно. что Не, но это есть у нее делать. еще другое значение, это руна творчества. То есть человек, который через творчество меняет мир. Потому что язва — это теневая сторона, а вторая, позитивная сторона этой руны — это огонь. То есть огненный человек. Так. Правильно я понимаю, что вы достаете их наугад? Нет, да, конечно. То есть, по сути дела, мы задаем вопрос, он транслируется в Коллективно, пространство, бессознательно, можно так сказать. в некоторое пространство он транслируется, да. Вам там дают ответ, которого вы еще не знаете, но вы Конечно. как проводник достаете руну Да. и интерпретируете ее. Конечно. Понятно. Я интерпретатор просто. Так, Я что понял. ждет Россию в 2026 году? Ну, такой ответственный вопрос. Ну. Руна Турисас. Вообще, руна Турисас, можно было сказать, что она самая тяжелая. Кладите. Да. Давайте, Но так. одновременно это руна пробивания к новому миру. То есть вот есть такое выражение «через тернии к звездам». Да. То есть вот как раз Турисас — это тернии и пробивание через это тернии. И также это руна установления новых законов.
Но в данном случае и в стране могут быть изменения в законодательстве, и в контексте всего мира мы начнем пробивать свою политику, свое мировоззрение. То есть вот это Так пробивание... это очень хорошая руна. Она хорошая, но одновременно сам процесс проживания тяжелый и напряженный. То есть по факту она говорит, что нужно уперто действовать и пробиваться. Слушайте, ну через терник к звездам. Ну да, это Ну, есть. Перестав. Это ж про нас. Да. Так, продолжаем. С точки зрения финансов, какой будет 2026 год? Ну, всех же интересует ключевая ставка, там вот это вот все. Для России, да? Да, для России. российского пространства. Да. Иса, ну останется как есть. А все, выдыхаем нормально. Руна Иса еще связана с личной уверенностью. То есть деньги будут хорошие тех, кто обладает внутренней уверенностью и четко понимает, что он из себя представляет, кем он является. То есть человек, который ориентируется на внешний контекст, у них будут проблемы с деньгами. Понятно. То есть верьте в себя и что ты себя представляешь. А что ждет нашу программу в 2026 году? Руна Ингус. Много работы. Вообще это главная руна предпринимателей, главная руна работы. Это руна трудоголиков. То есть пахать будете как лошади. А можно конкретно для меня вне контекста труда на этой программе узнать, Будут какой ли год у будет? Александра новые проекты? Нет, не надо про проекты. Так какой Про вопрос? жизнь, про личную А Про жизнь. общее, личную да? жизнь. Боже, даже я не спросила, а ты Про это личную сделал. или все-таки в общем? Про личную. Про личную? Какая? Что будет с личной жизнью в 2026 Александр? Руна Геба, ну, руна Геба — это руна отношений как раз, но руна свободных отношений. Возможно, расширение связи. Если мы про любовь говорим, то, возможно, у вас будет связь не с одним человеком. Либо свободные отношения без ограничений. То есть это уровень дружбы. Это ровно то, что нужно в 62 года. Да. Слушайте, ну ладно. Давайте уже и про мою личную жизнь спросим. А зачем вы с таким лицом так Ну, спросили? Ну, Потому пожалуйста, что она можно? каждый год это делает на протяжении 13 лет. Надо Ничего просто не мимику срабатывает. изменить, и все по-другому Да, будет. я хочу счастливую личную жизнь. Вот. Но только Можно? не абы с кем. Я с кем? Так, на этот вопрос какая руна нам поможет? Руна Фео. Но руна Фео может указывать на то, что, возможно, какие-то старые связи заново всплывут и перезагрузка старых отношений. Если мы про личную жизнь говорим. А вот насколько старых, непонятно. Либо еще второй вариант трактовки — богатый мужчина. Я хотел спросить тоже личного характера вопрос. Могу ли я вот в будущем году найти свою любовь? Про личную жизнь. Да. Что нужно сделать? Я без чтобы- руны отвечу, можешь? Это понятно. Будет ли она? Но я найду- Что нужно сделать? Что чтобы нужно она сделать? появилась? Хорошо. Да. Что нужно сделать, чтобы найти свою любовь? Что? Ну как это? Сначала берешь вот так. Подожди сейчас. Турисас выпала. Лариса Гузеева, у нас тут жених есть. Но руна Турисас говорит о том, что порядочным надо стать. Ну, я не знаю, ваш, но руна... То есть руна Турисас — это Ничего себе. верность. Не, ну я никак не Да вы оцениваю. по-честному говорите. Я мне просто нравится, что да. говорю, что руна говорит. Да. И она говорит о том, что у вас какие-то из прошлого косяки в любовной теме есть. Их надо закрыть. Мне кажется, у всех есть. Ну То да, есть но их кому-то надо вы закрыть. изменяли? Нет. Нет? Ну, здесь... А и- себе? Ну, кого-то обидели, может. А себе? Это было, может быть. Было, А расстались с себе кем-то. изменял? А все измены из себя, да. Да нет, наверное. Никогда. Я вот своим... Короче, ему Учись надо, я тогда. правильно поняла, попросить у всех бывших прощения, с кем Да, некрасиво да, да, да. расстался. Вот хотел сказать Ну, как раз. Ну, слушай, Извиниться, чтобы это они тебя отпустили. понимаешь, это ж не просто, вот сейчас тебя все они услышат, но это надо от души, от сердца. Ну ты вот скажи, ты их когда обижал, ты же не думал о том, что вот так может быть? Вот ты вот... Но я тогда думал, что я прав. Вот. Это ошибка. Потому что теперь, переосмыслив, спустя время, я, конечно, осознал, что Ну тогда вот есть какие-то возможность. Скажи, Лен Теперь Петрова, извинись. потом Кузнецова Оля, да, потом вот у всех прошу Лена прощения. Петрова, Оля, простите меня, пожалуйста. Ну, девчонки, вы знаете, что в целом-то я неплохой парень, конечно, но... Это не так, это плохое прощение, нет. Не надо про себя, надо вот, ну, понимаешь, про... Прости, пожалуйста, что периодически я не приносил тебе завтрак в постель. Иногда не дарил цветы, часто не дарил цветы. С какой-то другой я исправлюсь, но прости, пожалуйста, меня за это. Спасибо. Вы поверили? Нет. Всему учить надо. Так.
Вот ты вот этот, я завтрак, не носила. Надо же говорить, ну, честно, я, когда что-то делал, я не осознавал, сколько боли может это тебе причинить. Я этого не понимал. И я хочу за это извиниться. Все, что я делала неосознанно. Я не делала для того, чтобы причинить тебе эту боль. Я просто не понимал, что я делаю. Сейчас я чуть повзрослел, стал мудрее, разобрал эту ситуацию Всё. и понимаю, Девушка, насколько всё, стоп, тебе на тогда третий было тур идите, плохо. всё. Я тебя прощаю. Да. Не прости. Да. Понял? Это было шикарно. Ну, надо Мне ж кажется, так, я не да? до конца еще ошибку Да. осознал просто. А еще одно значение этой руны, Давай. которого не хватает. Нужно тебе принять решение, что ты хочешь от тех отношений. Кстати, это... Руна да. Турисас говорит, что ты сам факт. внутри не принял решение. Ну, я бы хотел, Факты, конечно. да, Тебе но- может Как только либо- принешь, сразу Да, проявится. может и есть такое. Надо определиться, в каком векторе. Просто принять жесткое Да, да, решение. Вот я хочу жениться. 100%. Спасибо вам большое за то, что рассказали нам без утайки, что и как, поскольку у нас рунолог впервые на программе. Да, это было очень Полагаю, интересно. надо сделать традицией. Да. Тельцы, девы, козероги, стихия Земли. Вы готовы слушать свой прогноз на 2026 год? Если вы представитель земной стихии, а именно телец, дева или козерог, то, к сожалению, в 2026 году вам повезет чуточку меньше. Но вся ситуация в ваших руках. Старайтесь больше, прикладывайте больше усилий как в работе, так и в личной жизни. К сожалению, ничего не будет даваться просто так, поэтому старайтесь, эффективно распоряжайтесь своим временем и чуточку больше держите фокус на самых главных своих целях. И тогда 2026 год закончится для вас более счастливым, чем мог бы. Я бы хотел сказать, что действовать надо, неважно какой год, обезьяны, там, лошади, коня, свиньи, это не важно. Надо всегда действовать. Вот. И действительно я буду, наверное, в 2026 году ходить по улице, подходить к женщинам, говорить, ну, возьми хотя бы меня вот такого, какой я есть. И сейчас. извини сразу. Да, сразу извини за все плохое, что я сделал. Может, поженимся хотя Сделаю. бы? Ну, давай. Сашенька, у меня для тебя хорошая новость. У нас все в одну программу не поместилось. Поэтому, дорогие зрители, увидимся с вами завтра и продолжим выяснять, как же правильно встречать Новый год и что же он нам готовит. Многое старое уже на самом деле изжило себя. И вам пора идти вперед. Поначалу будет тяжело. Ну, шпроты сопротивляются, Ну, они конечно. очень Но сопротивляются. вы справитесь. Не, я справлюсь, Да, я конечно. вижу. Мы укладываем наши бутерброды на Да тарелочку. не надо их укладывать. Нет, Давайте нет, сразу мы сюда. еще нет. Даже я бы не сделал лучше, если честно. Правда вкусно очень. Спасибо. И этот год будет не только годом лошади, но и годом колеса фортуны. Наряжаться в золото и дарить золото. Женщинам бриллианты, мужчинам ремни. Кожаные настоящие, сладкая вода. И что вы с ней будете делать? Сейчас увидите. Стелю простыню красную на ночь страстную. А сейчас к нам в гости придет специалист по фэн-шуй Ольга Кобрина. Встречаем.